Всем привет и добро пожаловать на очередной урок от CG Boost в переводе от Bad Polygon. Итак, скульптинг. Руководствуясь статистикой YouTube по просмотрам видео на моем канале, могу с уверенностью заявить, что самая популярная тема оказалась тема скульптинга. Смею полагать, что это намного интереснее, чем хард-моделинг, текстуринг, анимация и даже скриптинг или что-то еще. Не знаю, возможно. Конечно, при условии, если у вас получается скульптить и руки растут откуда надо. Лично мне больше по душе хард-моделинг. Со скульптингом у меня не очень. Ну, тут уж каждому свое. Тем не менее, на этот раз у нас скульптинг и речь пойдет о альфа-кистях. От себя лично, друзья, попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, если вы этого еще не сделали, и если возникают какие-то вопросы по тутору, что-то не получается или напротив вы хотели бы дать какой-то совет, то обсуждаем мы все это в чате Telegram канала Bad Polygon. Присоединяйтесь, будем рады. И напоследок не могу не упомянуть наш сайт. Это новая фриланс-биржа только для творческих людей. Регистрация очень проста и бесплатна. Все ссылки в описании этого видео. Подключайтесь. В этом видео мы узнаем, как использовать текстуры кистей, также называемые альфами, для создания меха в блендере. Альфа — это изображение в оттенках серого с информацией о глубине, которую мы можем присвоить кистям для скульптинга, чтобы быстро вылепить детали и ускорить весь процесс скульптинга. Конечно, с помощью этой техники вы можете лепить не только оперение, но и все, что вы можете себе представить. От детализированной кожи до даже креплений, таких как болты. Но в этом видео мы изучим эту технику, вылепливая оперение. Кстати, вы можете скачать 24 бесплатных варианта альфа-кистей из нашего раздела бесплатных ресурсов. Для регистрации требуется только email, ссылка в описании видео ниже. И данное видео является частью моего обновленного курса по скульптингу в Blender. И если вы хотите узнать все, что вам нужно знать о скульптинге в Blender, то ниже в описании видео вы сможете перейти по ссылке на курс. Да, меня зовут Зак Рейнхард для CGBoost.com, и теперь давайте начнем. Итак, вот видео для всех, кто хочет быстрое резюме. Для лепки альфа и полезна сетка с очень высоким разрешением, поэтому я рекомендую использовать модификатор Multi-Res для более лучших результатов. Теперь в режиме скульптуры перейдите на вкладку «Текстура». Убедитесь, что выбрана кисть, затем нажмите «Создать». Переименуйте слот текстуры и откройте ту альфу-пера, которую вы скачали из нашего раздела ресурсов. Non-Color для Color Space. Чтобы добавить больше альфа, включите фейковых пользователей, затем нажмите крестик здесь и повторите тот же процесс. Используйте кисть для скульптинга. Перейдите к текстуре в настройках кисти. Нажмите на изображение, чтобы выбрать альфа-изображение, которое вы хотите использовать для лепки. Измените Mapping на Area Plane, чтобы альфа проецировалась на поверхность в соответствии с нормалью поверхности. Метод строка измените на Anchored, и вы сможете добавлять оперения на поверхность, масштабируя их от центра кисти. Включите Edge to Edge, если вы хотите масштабировать его от одного края до другого. Измените Fallow на Constant, чтобы не потерять детали текстуры меха по краям кисти. Отрегулируйте силу кисти и получайте удовольствие от лепки оперения. А теперь давайте подробнее рассмотрим, как все это работает. Итак, прежде чем мы импортируем изображение, давайте быстро взглянем на сцену, которая у нас есть. Я использую Blender 3.0 Alpha, как видите. У меня открыт этот референс, чтобы видеть, как будет выглядеть оперение. И я использовал Grace Pencil, чтобы набросать шаблон оперения на поверхность существа, что поможет мне определить направление перьев. Затем для самого существа я добавил модификатор Multi-Res. Это означает, что если я отключу это, вот эта базовая сетка будет иметь довольно хорошую топологию. Это значит, что модификатор Multi-Res довольно хорошо делит сетку. И если я включу здесь каркас, вы увидите, что у нас довольно высокое разрешение с приличным делением. На самом деле разрешение здесь еще выше, как вы можете видеть. И это позволяет нам добавлять довольно приятные детали на поверхность с помощью альфы и модификатора Multi-Res вместо, например, динамической топологии. Так производительность вьюпорта будет гораздо лучше. Таким образом, скульптура с альфами при динамической топологии не рекомендуется. Да, и если я переключусь в режим скульптуры, я также обрисую несколько масок вокруг некоторых областей, на которые я не хочу воздействовать своей кистью с перьями, например, здесь, на рогах, вокруг рта, глаз и носа. И в настоящее время, как вы можете видеть, когда я перемещаюсь, разрешение меняется. Это потому, что здесь в Options я включил Fast Navigate. Этот параметр работает только с модификатором Multi-Res. Если вам это мешает, вы, конечно, можете отключить его. Если у вас сильная машина, то все будет работать и без этого. А теперь давайте перейдем к использованию альфы.
Окей, давайте добавим несколько текстур. Вы можете видеть, что я в режиме Sculpting. Давайте спустимся на вкладку Текстура. Убедимся, что здесь выбрана кисть и нажмем New. Так мы создадим новый пустой слот для текстур. Назовем его Fur01, а затем нажмем Открыть и перейдем в папку, в которую вы загрузили текстуры, прикрепленные к этому уроку. Итак, здесь вы можете видеть, у нас есть куча текстур, и если вы хотите увидеть превью изображений, нажмите вот на этот значок, и тогда вы увидите, что я всегда создавал две версии одной кисти, А и Б, и вы можете видеть, что в версии А меньше деталей, а в версии Б больше деталей. Это все зависит от того, что бы вы хотели видеть на существе, и вы можете видеть, что у нас есть здесь несколько вариантов. У нас есть альфа с более толстым и коротким мехом, а также альфа более длинный и средней длины. Итак, я думаю, что остановлюсь на менее детальной версии, вот на этой. Итак, я выбираю ее и нажимаю Open Image. Теперь это изображение прикреплено к этому слоту текстуры меха. Слот текстуры и само это изображение здесь в блендере — это две разные вещи. Сейчас я кое-что сделаю. Я нажму на этот значок щита, как для слота текстуры, так и для изображения. И это будет означать, что если я удалю эту текстуру здесь и прямо сейчас создам новую, другая все равно останется здесь. Даже если мы сохраним, закроем и снова откроем блендер. Мы не потеряем эту текстуру в этом файле. Чтобы убедиться в этом, заглянем в раздел «Файл», «Внешние данные», «Автоматически упаковывать ресурсы». Включено. Тогда эти текстуры также будут упакованы в этот blend файл. Конечно, только если вы захотите это сделать. В противном случае они будут просто связаны с вашим файлом и останутся на вашем жестком диске. Итак, еще одна вещь, которую нам нужно сделать, это изменить цветовую схему с sRGB на Non-Color. Я не могу точно объяснить вам, что происходит за кулисами, потому что управление цветом очень сложная тема. Однако нам нужно сделать это для того, чтобы извлечь из этого изображения всю информацию в процессе лепки. Итак, когда здесь выбран sRGB, вы можете видеть, что изображение выглядит немного иначе, и мы не получаем правильную информацию, которая хранится в этом изображении. Поэтому просто убедитесь, что переключили это на Non-Color, чтобы извлечь точные результаты. Итак, что делать, если вы хотите добавить больше изображений? Для этого, как уже упоминалось, включите щит, удалите его, создайте новый слот текстуры, назовите его Fur02, например, и давайте откроем еще. У меня был Fur2A, если я правильно помню. Давайте теперь выберем 3A, снова включим этот щит и изменим здесь на Non-Color. Теперь давайте удалим это и создадим другой. Пишем Fur03, Open, и давайте прокрутим вниз здесь. Я думаю, что выберу Fur1A, который является правильной версией. Теперь давайте включим щит и изменим его на Non-Color. И, возможно, добавим еще один штрих. Так что давайте уберем это отсюда. Назовем его FurPatch01, например, Open. И в нашем случае давайте возьмем, я думаю, вот это Open Image. Затем включите щит и давайте изменим его на Non-Color. Окей, теперь мы импортировали текстуры, и теперь давайте посмотрим, как мы можем прикрепить их к кистям. Кстати, если вы хотите иметь больше разнообразных альф, то, например, на blendmarket.com есть отличные альфа-пакеты для лепки. Я оставлю ссылку ниже в описании видео. Конечно, они стоят определенных денег, но они того стоят, тем более, если вы часто используете эти текстуры. Возможно, вы даже сможете найти несколько бесплатных. Итак, теперь давайте перейдем к настройкам кисти. И, конечно, мы можем прикрепить текстуры к любой кисти, которая у нас здесь есть. Тем не менее, я уверен, что кисть для рисования, вероятно, больше подойдет для добавления текстуры и для корректной работы. Итак, на вкладке Brush Settings мы находим Texture, и теперь, если мы нажимаем на изображение, вы увидите, что у нас есть все эти различные кисти на выбор. Теперь есть две основные области, в которых нам нужно что-то изменить, а именно настройки текстуры и настройки штриха. Итак, для настроек текстуры прямо сейчас отображение настроено на плиточное, что по сути, если я потяну здесь кисть, просто даст нам фиксированное размещение этих кистей в пространстве, что, конечно, не совсем то, что нам нужно. Поэтому давайте изменим отображение на Area Plane. Это означает, что оно будет обнаруживать поверхность, аналогичную движению кисти по поверхности, и правильно разместит кисть в разных местах на поверхности.
Однако, как вы можете видеть, прямо сейчас мы просто рисуем линию оперения, что, конечно, не совсем то, чего мы хотим. Поэтому давайте перейдем к настройкам штриха и прежде всего переключимся на метод Anchored, который я считаю лучшим для работы с альфами. А теперь, если я кликну и зажму левую кнопку мыши и перетащу, мы сможем разместить это здесь, на поверхности. И перемещая мышь, мы можем поворачивать это или масштабировать. Прямо сейчас он начинается с центра и масштабируется. Однако, если вам не нравится такое поведение, вы также можете включить Edge to Edge и рисовать по ходу движения мыши, как вы можете видеть. Итак, как видите, все работает довольно неплохо. Однако у нас все еще нет полной информации здесь, потому что follow у нас сглаженный. Вы можете увидеть эту небольшую кривую здесь и представить, что это наша сила кисти, если смотреть на нее сбоку. Это означает, что когда мы лепим, то это, по сути, отнимает силу у текстуры по краям, и на самом деле кончик меха выше. Кстати, давайте, наверное, отключим эту опцию быстрой навигации. На самом деле она мне не нужна, и теперь он всегда будет переключаться на низкое разрешение, что немного неудобно, демонстрируя это. Итак, чтобы получить всю информацию из изображения, которое мы прикрепили к кисти, перейдите в Follow и измените это значение на Constant. Теперь вы можете видеть по этой острой форме, что вся форма будет на 100% включена в текстуру. Чтобы лучше проиллюстрировать это, я удалю эту текстуру, и сейчас, просто сделав простой мазок кистью, вы увидите, что это всего лишь одна плоская форма. И если мы посмотрим сбоку, вы увидите, что это та же форма, которую мы видим здесь. А если я, скажем, переключусь обратно на Smooth и, возможно, увеличу силу, вы увидите, что теперь форма изменилась. Вообразите, что текстура проецируется здесь, внутрь, и затем по краям она обрезается. А здесь она не будет обрезана, потому что все включено. Итак, давайте отменим все это и снова выберем одну из текстур и убедимся, что Follow установлен на Constant. Так что теперь мы, в принципе, можем приступать к лепке. Ну да, не такой сильной кистью, конечно. Здесь нам сначала нужно проверить, насколько сильной должна быть кисть. Да, я думаю, что что-то вроде 0.3, скорее всего, подойдет для этой кисти. И теперь, если вы хотите изменить текстуру, просто переключите ее здесь. И теперь мы можем рисовать. И используя метод Edge to Edge, вам нужно будет привыкнуть к тому, с чего начинать размещение кисти, потому что она еще и немного опускается. Так, например, когда я начинаю здесь, я могу разместить ее практически прямо здесь. И здесь я также могу показать вам большой недостаток использования этих текстур. Вы можете получить здесь очень уродливое наложение, что-то вроде этого. И это выглядит не очень хорошо. И обычно именно по этой причине я решаю лепить мех вручную, потому что, безусловно, требуется много практики, чтобы разместить все эти элементы в нужном месте. И, конечно, это определенно возможно. И, как вы можете себе представить, это может значительно ускорить весь процесс. Вероятно, потребуется всего полчаса вместо 5 часов ручной лепки. Итак, давайте отменим все это. Есть еще один метод штриха, который вы можете использовать, который вряд ли на что-то еще годен, но иногда может быть полезен. Здесь, в разделе строк, давайте изменим метод штриха обратно на Space. И увеличим интервал примерно до 50-60%. Убедитесь, что этот джиттер отключен. И теперь мы сможем, по сути, нарисовать линию из этих перьевых элементов. Как видите, они слишком близко друг к другу, так что, наверное, давайте попробуем 60%. Все еще немного близко, давайте 70%. Да, я думаю, 70 это нормально. И теперь смотрите, даже когда я двигаюсь в другом направлении, они все равно смотрят вниз. Это может пригодиться, но мне не нравится такое поведение. Давайте перейдем к настройкам текстуры и включим Rake. Это позволит нам заставить текстуру следовать за движением курсора мыши, что довольно круто. И чтобы добавить немного больше разнообразия, давайте также включим Random. Тогда мы получим случайное вращение для каждой размещенной здесь текстуры. Однако сейчас он будет вращаться от 0 до 360 градусов. Мне этого не нужно слишком много, так что, наверное, давайте попробуем 50 градусов. И теперь вы видите, что у этих текстур есть небольшое случайное вращение. Это может помочь быстро добавить несколько мазков кисти здесь, на обороте, может быть, оставить немного пространства между ними, а затем вы также можете переключиться обратно на метод Anchored здесь, а затем добавить несколько таких кистей между ними и, конечно, переключиться между различными текстурами, чтобы здесь было немного разнообразия, что-то вроде этого. Согласны?
И это в основном все, что вам нужно знать об использовании этих альфа-кистей. И, конечно, аналогично процессу ручной лепки, когда вы находитесь слишком близко к линии симметрии здесь, отключите симметрию, чтобы добавить некоторые несимметричные фигуры в центре. Окей, а теперь давайте все отменим, и теперь я думаю, что референс нам больше не понадобится, и я его отключу. Я примерно знаю, где и как я хочу разместить мех. Теперь давайте нажмем Ctrl-Space, чтобы перейти в полноэкранное отображение. Нажмите N, и здесь в разделе Tools мы также можем найти все инструменты для лепки, а также, как видите, текстуры. И, наверное, давайте отключим Gizmo, а также красную ось X здесь внизу. Я просто хочу, чтобы окно было немного чище, потому что теперь вы можете наслаждаться быстрым таймлапсом, пока я буду лепить мех на голове этого существа. Наслаждайтесь! И вот мой результат после 30 минут лепки. И я думаю, что использование этого метода довольно прилично. Это выглядит очень чисто, так как у нас есть эти резкие линии, мы можем четко видеть отдельные пряди меха. И я думаю, что в целом это выглядит довольно хорошо. Итак, вот что я сделал здесь. Я сначала создал эти большие формы, однако затем я понял, что между ними много маленьких пустот, потому что я позаботился о том, чтобы не перекрывать эти меховые пряди слишком сильно, потому что в противном случае это выглядело бы ужасно. А затем, во втором проходе, я прошел здесь и создал эти маленькие пряди меха между там, где у нас было пустое пространство. А затем я использовал кисть для рисования и создал несколько резких линий здесь, чтобы лучше соединить все друг с другом. И, конечно, я мог бы продолжить это еще дальше. И с помощью кисти Nudge я немного сформировал поток волос или меха, так как мне нравится. Одна вещь, которую я понял, заключается в том, что при использовании этих альфа-текстур очень хорошо, чтобы ваша рука всегда была под Ctrl-Z для отмены, потому что когда вам нравится, как лег первый штрих, а затем вы хотите разместить следующий, но понимаете, что разместили его слишком высоко, отмените действие и попробуйте еще раз, пока не разместите правильно. Для этого нужно немного попрактиковаться, чтобы понять, как ведет себя кисть. И да, использование Ctrl-Z действительно полезно при создании скульптур с альфами. Что ж, я надеюсь, что вы нашли это видео полезным и узнали что-то новое. Если вы хотите узнать больше о лепке и о том, как создать все это существо с нуля, ознакомьтесь с моим обновленным курсом по скульптингу в Blender по ссылке academy.cgboost.com. Ссылка будет ниже в описании видео. Большое спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Всем пока!